Посмотрите, какие аппетитные, очень необычно вкусные огурцы сегодня я закатал в банке на зиму. Получилось красиво, а когда откроете эту банку с огурцами, будет очень вкусно и хрустяще. И я вам скажу, что точно такие огурцы вы хотя бы раз, но уже пробовали. Знаете где? В Макдональдсах, если покупали гамбургеры, там используют такие огурцы и точно по такому же рецепту. Всем привет, друзья! Итак, для приготовления одной порции нам понадобится 1 килограмм 400 грамм вот таких вот свежих, хорошо вымытых огурцов. У каждого огурца по краях нужно будет удалить два начала, две вот этих попки. Их мы выбрасываем, использовать мы не будем. Затем каждый огурец нужно будет нарезать на кружочки толщиной примерно 3, 2, 4 миллиметра, как вам будет удобнее. Все нарезанные огурцы кружочками отправляем в глубокую тарелку. Затем вот эти все огурцы нужно будет засыпать 2 столовыми ложками поваренной соли. Ни в коем случае не используйте соль экстра, потому что она будет сильно соленая. Далее берем ложку и очень хорошо огурцы с солью нужно перемешать. После того, как перемешаете, накрываем нашу тарелку полотенцем, либо же крышкой, если у вас есть такая большая крышка. И оставляем так, чтобы огурцы хорошо просолились ровно на 2 часа. Но каждые 25-30 минут нужно будет все еще раз перемешивать. Ну и через 2 часа посмотрите, сколько много сока выделили огурцы. Его мы никуда не выбрасываем, он нам нужен. В отдельную глубокую кастрюлю отправляем 1 стакан 200 грамм сахара. Дальше берем яблочный уксус, именно яблочный 6% уксус. Ни в коем случае нельзя использовать обыкновенный столовый уксус. Для этого рецепта яблочного уксуса нужно будет 220 грамм, вот так вот в стакане. Отправляем его в кастрюлю к сахару. Сюда же добавляем 1/3 чайной ложки красного острого перца. 1 столовую ложку, это примерно 10 грамм куркумы. И 2 столовые ложки горчицы горошком. У нас она называется французская. Затем все, что есть в кастрюле, очень хорошо перемешиваем. Затем кастрюлю устанавливаем на плиту, постоянно помешивая. На среднем огне нужно довести все до кипения. После того, как в кастрюле все закипело, отправляем в нее наши огурцы. Полностью все, что есть в тарелке, вместе с соком. Вот почему я говорил, что сок выбрасывать не нужно. Ну и после того, как в кастрюле начнут кипеть уже сами огурцы, кипятим их 5 минут, больше не нужно. Затем полностью все огурцы равномерно распределяем по стерильных банках. Из этой порции у вас должно будет получиться ровно 3 пол-литровые банки. Надеюсь, как стерилизовать банки и крышки вы знаете. Ну и в самом конце накрываем банки крышками и закатываем их закаточным ключом. Точно так же можно их будет закатать винтовыми крышками. После закатки банки переворачиваем вниз крышками, накрываем либо полотенцем, либо одеялом и оставляем так до полного остывания. Ну а по итогу, друзья, у вас должна будет получиться вот такая вот красота. Уверен, что такой рецепт вам очень сильно зайдет и вы будете делать несколько порций. На эту зиму я уже закатываю 10-ю порцию и уверен, что еще несколько опять-таки сделаю. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Вот такой вот необычный рецепт огурцов, точно таких же, как используют в Макдональдсе, сегодня получился. Пробуйте, делайте, и я уверен, вам они очень сильно зайдут, как и мне. Также поделитесь этим вкусным роликом с друзьями, подписывайтесь на канал и не пропускайте мои новые видео. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.